Здравствуйте, мальчики и девочки, я приветствую вас на нашем канале. Давайте продолжим наш разговор про сельское поселение или про территорию, которая называется Завидово. В Завидово очень классно, очень прикольно и интересно. Вы знаете, очень классное место, вообще прикольное, там такая очень хорошая экология, и так все, знаете, благоприятствует отдыху, там отдыхаешь душой и телом. Но сегодняшний наш разговор будет про дороги на территории Завидова. Что вам рассказать про дороги? Ну, я скажу так. Там проходит трасса Москва-Санкт-Петербург или по-старому Ленинград, вот, М10. М10 это обычная трасса, то есть для любого вида транспорта, вот, там и большегрузы ездят, там и легковушки ездят, и автобусы, ну, короче, любой транспорт там ездит. Вот. Кроме этой дороги, там есть еще и скоростная дорога. Ну вот. Эту скоростную дорогу строить начали давно, но когда мы приехали туда в 2018 году, то на территории, скажем так, вот Завидово, и она еще строилась, эта дорога. Ну, там вообще, вы знаете, там все серьезно занялись этим вопросом по поводу строительства этой дороги. Вот. Там, короче, и мосты начали делать, там вообще техники нагнали, короче, все по-взрослому. Вот, так что вот так вот. Мы когда приехали в 2018 году, там, короче, еще стройка шла, вот строительство шло, вот мост строили, вот саму дорогу эту строили, вот. Дорога называется М11. Эта дорога, она скоростная, то есть это магистраль получается у нас, и вы знаете, она платная, да. Она платная, короче, эта дорога, но оно того стоит. То есть там скорость минималка 100 километров в час. То есть она идет с Москвы в город-герой Ленинград. Так что вот так вот. У нас, значит, была такая ситуация вот с этим коронавирусом, с этой пандемией. Мы, значит, прилетели в Домодедово, и мы не хотели, значит, шариться по этим всем вокзалам, по этим остановкам, ну и все в таком духе. Мы решили, короче, с Домодедова напрямки поехать в Завидово. Да, в Завидово. Вот, я, значит, открыл карту, вот, и посмотрел, сколько ехать, допустим, с Домодедова до Завидова. Мне показало где-то 3-4 часа. 3-4 часа, да. Ну, я, недолго думая, запустил Яндекс Такси и посмотрел, во-первых, сколько ехать, а во-вторых, сколько платить за это все безобразие. То есть, как бы с Домодедова напрямки в Завидово. Ну, в общем, в среднем, где-то с Домодедова до Завидова ехать 2,5–3,5 часа. Все зависит от пробок там и так далее, и так далее. Но зато ты сел, допустим, в Домодедово, ну и поехал. То есть и встал уже в Завидово. То есть прямо около своего дома, около своего подъезда. Так что вот так вот. В принципе, схема рабочая. Если вы не хотите заморачиваться, и если не хотите вот там пересадки, не пересадки, чемоданы, не чемоданы, то в принципе можно поехать так. Это не вопрос, это в принципе довольно-таки такая рабочая схема. Цена. Какая цена у нас вышла? Цена где-то вышла 3-4 тысячи. То есть, но у нас, короче, была большая банда. В принципе, да, вы скажете, это дорого. Но, вы знаете, для большой банды, плюс, если наложить на это все коронавирус и пандемию, то, в принципе, 4000 это не та цена, чтобы потом на лекарства тратить денег больше. Ну вот, мы, короче, когда ехали, Москву посмотрели, Кремль посмотрели, потому что эта вся поездка была, значит, через Москву, через центр, вот. Мы успели поспать, мы ехали с собачкой маленькой, вот, и собачка успела поспать, так что вот так вот. То есть вот так вот мы ехали. Ну и, в общем, приехали в Завидово. Вот. Что по поводу дорог остальных? Я вам только что рассказал про вот эти обычную дорогу М10 и про скоростную дорогу М11. Вот. Расскажу вам еще про обычную дорогу. Конечно, обычная дорога хорошая, вот это М10, да, она нормальная. Вот. То есть там нету таких страшных, знаете, колдобин, ям и так далее. В принципе, за дорогой ухаживают. Вот, и ухаживают довольно-таки хорошо. Но она, конечно, старенькая дорога, это уже. Вот. Дорога М11, она свеженькая, она вообще новая.
То есть, как бы там вообще, ну, просто супер-пупер, все классно, наворочено. Вот. По этой дороге мы когда ехали, мы вот эту вот за скоростную часть дороги заплатили что-то то ли 450 рублей, то ли 500. Я, честно говоря, не помню, вот честно вам скажу. Но что-то там не очень дорого у нас получилось. Но зато водитель, когда выехал на эту скоростную дорогу, он как втопил, и мы, короче, поехали как на Формуле 1. Вот, так что вот так вот. Вот, ехали кругом поля, кругом леса, очень красиво, такой контраст довольно-таки приятный, я вам скажу. Вот, единственное, что немножечко подзапарило, мы ехали летом, вот, а в Завидово, ну, скажем так, на материке было уже тепло, тепло и довольно-таки хорошо тепло. Вот, и мы немножко сжарились. Не сильно, но сжарились. Был июнь месяц, где-то число 8 или 10, вот, но мы с слегонца поджарились. Вот, так что вот так вот. А по поводу дорог в Завидово, ну, вы знаете, в самом Завидово, точнее не в Завидово, а в Макшино, конечно, дороги более или менее нормальные. Не то чтобы, знаете, там дороги были вообще плохие. Вот, знаете, яма на яме, там где-то вот не дорога, а направление. Нет. В принципе, дороги более или менее нормальные. Это вот я имею в виду старые дороги. Вот, по самому селу Макшино и по другим селам, по центральным улицам дороги нормальные. Естественно, конечно, ответвления, которые от этой дороги, там во дворы какие-то или еще что-то, конечно, там дороги похуже. Вот, или похуже, или их вообще нету, то есть, или насыпано щебенкой. Вот. А вот основные центральные, скажем так, дороги там в Макшино нормальные. Ничего не могу сказать плохого. Вот. По поводу вообще дорог и вот этой дорог около инфраструктуры, которая строится там, в Завидово. Дороги там, конечно, хорошие, дороги там классные, там они новые, то есть как бы строится инфраструктура и, естественно, к ней строятся подъезды. Ну, не подъезды, в куда входить, а подъезды, ну, подъезжать, вот. Бетонка, все замечательно, все хорошо. Рядом с комплексами домовыми, скажем так, везде находятся парковки. То есть как бы строится дорога, строится, проходит около дома и, естественно, обустраивается парковка для машин. В общем, в этом отношении там вообще, вот насчет парковок, вы знаете, вот вообще классно. Я, честно говоря, такого не видел. Вот, допустим, дорога идет там, подходит к дому или мимо дома проходит, раз, парковка. То есть парковка там на машин там 5-10. То есть как бы ты свободно можешь подъехать к дому, встать на парковку, выйти из машины, закрыть и пойти по своим делам. То есть так что вот так вот. Построили новый мост, уже второй мост построили через реку Добица. Вот, первый мост построили, скажем так, большой там мост. Он, ну, такой большой для легкового транспорта и для грузового. Его, короче, строили, я, честно говоря, не знаю, сколько его строили, но мы, когда приехали в 2018 году, его уже заканчивали строить, этот большой мост. Там, значит, двухстороннее движение, и плюс еще есть дорожки, огражденные, скажем так, ограждениями, какая-то туфтология получилась, для пешеходов и велосипедистов. Вот это вот большой мост построили. Он, короче, этот мост идет от второй череды домов и дальше в сторону Архангельского. Вот. Когда мост проезжаешь в сторону Архангельского, налево поворот у нас. Вот. Налево поворот идет у нас на Редисон и дальше, а направо у нас идет село Архангельское и, скажем так, элитный комплекс домов, который называется Хонка. Вот. Ну, по поводу Хонки это отдельная история, отдельный разговор, отдельный видосик. Вот. Еще расскажу про дорогу на Редисон. Вот. Дорога на Редисон очень тоже хорошая. То есть, вы знаете, мне очень понравилась дорога на Редисон. Вот едешь по дороге, а слева и справа от дороги лес находится. И там такие довольно-таки большие прикольные сосны. Вот, они здоровые, такие классные. Вообще, вы знаете, как будто попадаешь в сказку. Вообще, очень классно. Вот, так что вот так вот, по поводу дорог. Ничего не могу сказать плохого. Ну, естественно, где-то дороги хуже, где-то дороги лучше. Это понятное дело. Но в общем, если так брать по 10-бальной шкале,
то, ну, наверное, 8,5 из 10. Вот так вот. Моя оценочка, наверное, будет. Так что приезжайте в сельское поселение, ну, вот, в Завидово приезжайте, вот, отдохнете хорошо, все будет классно на самом деле. Я думаю, вам очень понравится. Тем более, если вы приедете с того города, откуда мы, вам точно 100% понравится. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии, а мы увидимся с вами в следующих сериях.